Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о необычной новинке от компании Kinera. А если быть точнее, их подразделение Celeste выпустило очень такую своеобразную новинку с кучей установленных драйверов, и эта модель получила название Phoenix Call. Приходят они в действительно очень красиво оформленной коробке. На лицевой панели здесь имеется большое такое количество парящих птиц и название модели. А сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. И за звук здесь отвечает достаточно большая пятидрайверная связка из одного динамического излучателя, отвечающего за низкие частоты, два арматурных излучателя для средних частот и верхней середины, и дополняет все это два планарных микродинамика для высоких и сверхвысоких частот. Но чувствительность наушников составляет 103 дБ, имейте это в виду, и довольно стандартный 32 Ом импеданс. И здесь также указано, какие аксессуары входят в комплект. И имеется QR-код для проверки подлинности продукта. Ну а теперь давайте посмотрим, что входит в комплектацию более подробно. Открывается коробка буквально как книга, которая вас погружает в эту историю легенд гор и морей, посвященную мифическим птицам Феникса. И первым делом здесь имеется такая бумажка, где эта история и рассказывается. Здесь также есть все социальные сети производителя, адрес производства и различные QR-коды, которые можно отсканировать. А рядом здесь имеется вот такая металлическая закладка для книг, которая выглядит достаточно интересно. Ну а теперь, друзья, давайте рассмотрим наушники. Они приходят аккуратно так зафиксированными здесь, вместе сразу с установленным кабелем. И выглядят они действительно очень свежо. Лицевая панель имеет несколько таких летящих здесь птиц. И все здесь так красиво переливается, меняя свою палитру в разные оттенки, от синего до бирюзового с фиолетовым. Корпус у них полностью прозрачный, поэтому видно всю начинку наушников. И стоит сказать, что они достаточно легкие и имеют стандартный разъем 2 пин в корпусе, рядом с которым находится единственное и очень маленькое акустическое отверстие. Вот здесь. Думаю, видно хорошо его на камеру. Сопло у них довольно вытянутое, но не самое широкое, и имеет всего 4 отверстия. Вот так. Есть также едва заметный выступ, поэтому амбушюры цепляются неплохо, но не все сюда подойдут. Желательно подбирать какие-то более широкие насадки. А с посадкой у наушников полный порядок. Да, стоит сказать, что их корпус довольно массивный. Сейчас реально мало можно встретить таких небольших миниатюрных наушников. Эти довольно большие, такие крупненькие, но сидят в ушах очень плотно. То есть фиксируются отлично. Посадка не вызывает никаких вопросов. Поэтому с этим здесь полный порядок. Но комплектный кабель здесь оказался отличным. Он 8-жильный. Имеет стандартные 2 пин коннекторы для подключения к наушникам. Также подписан правый и левый канал соответственно. Установлен штекер 3,5 мм джек. Стандартный, небалансный. Но кабель не путается, очень легкий, да и заушины у него сформированы правильно. Поэтому можно пользоваться им без проблем. Ну и конечно, друзья, куда без аксессуаров. Они находятся в этой коробочке, который нас встречает. Довольно такой удобный круглый кейс с надписью Celeste. И в нем находится ровно 2 набора силиконовых амбушюр. Первые имеют серый цвет. Это более широкие насадки. Вот так они выглядят. Я лично пользовался ими. Реально классные амбушюры. И здесь имеются такие белые насадки для усиления области низких частот. И выглядят они уже вот так. То есть, да, довольно стандартные, но амбушюры качественные, хорошие.
В принципе, можно использовать их без каких-либо проблем. А еще здесь имеется вот такой большой и очень подробный мануал, где все расписано о настройке наушников. Имеется график АЧХ, социальные сети производителя и все в таком духе. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этих наушников. И вот так выглядит их график АЧХ, и настроены они действительно очень необычно. Давненько я не встречал подобного. Начнем, пожалуй, с низких частот. Басовая область в этих наушниках практически занимает доминирующую позицию. Сам бас объемный, мощный, напористый и достаточно округлый. Атака у него довольно выраженная и подчеркнутая, панч мидбаса явно дает о себе знать. Текстурная проработка находится, на удивление, на хорошем уровне, как и достаточно продолжительные затухания. И стоит сказать, что да, имеется небольшой заход на средний диапазон, который немного добавил такого добавочного большего веса именно нижней середине. Но он не так страшен, как на многих басхедных наушниках, что я встречал. Он не такой вычурный, поэтому особо не мешает. Но средние частоты здесь, конечно, нетипично так поданы. Они немного отстранены, инструменты и вокальная часть отодвинулись в пространстве и не стараются взять на себя много внимания. Вокал не звучит в них как-то глухо и излишне назойливо, но складывается ощущение, что он находится в таком небольшом аккуратном пространстве. Я бы даже сказал проще, небольшая комната с вокалистом, а ударные инструменты где-то рядом, вот здесь поблизости, дополняют своим весом и наполнением пространства вокал. А вот верхняя серединка здесь немного в качестве компенсации ямки на середине выдвинута вперед. Но ударный и женский вокал не звучат как-то излишне крикливо и не имеют металлического приукраса. А переходные процессы у ударных неплохо так подчеркнуты и отлично дополняют пространство своими вполне продолжительными шлейфами от реверберации. Ну а вот высокие частоты в этих наушниках поданы действительно, на мой взгляд, намного интересней. И то, как они раскрыты, вызывает больше интерес. Подача этой области довольно технична, имеется оптимальное количество воздуха, то есть диапазон не звучит как-то зажато и приглушенно, поэтому да, тарелочки и различные перкуссии немного выдвинуты вперед и акцентированы, и стараются взять на себя больше внимания, чем средний диапазон. Не сильно уходят в какую-то лютую и агрессивную яркость, но, по крайней мере, явных сибилянтных визгов я не встречал. Хотя за счет аналитики этой области наушники требовательны к качеству записи, имейте это в виду. Поэтому да, есть небольшие ограничения при воспроизведении некоторых жанров музыки. По типу тяжелого металла или рока я считаю, что я должен вам был об этом сказать. Но звуковая сцена в наушниках Celeste Phoenix Call получилась не самой широкой. Но наушники заметно так бодро копают в глубину. Поэтому образы инструментов рисуются достаточно глубоко и протяженно. И далеко в пространстве, хоть и не так широко, как, например, в сравнении с Hype 2 или Canon, которые я беру в качестве референса. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Kinera Celeste Phoenix Call получились очень необычными по звучанию наушниками, с отличным внешним видом и комплектом. Да, это не самая типичная настроенная вэшка, которую я встречал за последнее время. То есть эти наушники имеют свой определенный характер и подачу звучания, которую в принципе редко где сейчас встретишь. Она безусловно не будет понята всеми, так как это не типичная такая массовая Harman настройка, которых сейчас действительно очень много, а совсем другой и иной собственный взгляд на звучание наушников. Ссылка на покупку находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.